Здравствуйте. Китайские автомобильные компании начинают потихоньку стесняться России. Америка топнула ногой на весь Китай, и сотрудничество с русскими стало выходить боком. Но если в стратегическом обладании российской нефтью Китай незыблем и в ответ на американские санкции будет только щуриться, то китайские автомобильные фирмы, зависимые от экспорта, мечтающие о приличной загранице, начинают чувствовать собственную уязвимость. Торговать и с Россией, и с Европой, и с Америкой не получается, надо выбирать. Помимо открыто декларированной торговли, Китай присутствует в России в роли промышленного партнера и, раскинув свои производства, оказался в еще более неприглядной позиции. Например, всероссийский «Джак», ставший москвичом, Солерсом, вляпался еще и в КАМАЗ. Китайский «Джак N-серии» называется КАМАЗ «Компас». КАМАЗ находится в американском санкционном списке. Он запрещен по всему миру. Сотрудничество с КАМАЗом является пособничеством фашизму. Китайцы об этом подумали только теперь и пробуют уйти из России. Но начали не с опасного для бизнеса КАМАЗа, с никому не нужного москвича. За москвича в мире не наказывают, за КАМАЗ могут. Но вытащить хвост из огня китайцы не очень умеют и напряженно дымятся в растерянности. Пока второсортный «Джак», не очень известный в самом Китае, радовался российскому спросу, с оглядкой на него свои индустриальные услуги захотел предложить Большой Чинган. Перед ним открылась перспектива стать новой «Волгой». У русских от избыточного патриотизма случилась эпидемия воспоминаний о прошлом. Возник спрос на памятники Сталину, КГБ, ГУЛАГ, граненый стакан Мухиной, лапти, ЗИС, Волгу, Победу. В мае 2024 года на выставке в Нижнем Новгороде премьер-министра Мишустина попытались обрадовать возрождением Волги и дали потрогать 3 изделия – С-30, К-30, К-40. Волгой из них могла быть только одна машина – Чинган Райтон Плюс, в переводе на русский С-40, 2 другие – кроссоверы, не имеющие шанса уместиться в мозгах советского человека. На выставке случился скандал с рулем. Снаружи машин было написано «Волга», на руле «Чинган». Патриотизм растворился на глазах у обескураженного премьер-министра, и он грозно повелел локализовать китайцев, начав с руля. Но Чинган передумал. Ему важнее проникнуть в Европу, избежав санкций Америки и ЕС, поэтому он от «Волги» уклонился. Но если Джак боится, Чинган поумнел. А китайцы русскому автопрому по-прежнему нужны для патриотизма и возрождения, то нужен кто-то следующий. Запасным вариантом оказался беспринципный и самоуверенный Джили. Эта фирма погрязла в Беларуси без шанса отмыться, прикидывается белорусским автопромом и вовсю торгует с Россией, заняв очередь на скамье подсудимых трибунала в Гааге. В основе такой безудержной наглости – уверенность в шведах. Купив Volvo, компания Geely считает себя лощеным европейцем, и до тех пор, пока они не вмешиваются в деятельность Volvo, они полагают шведов обязанными отмывать китайскую репутацию, используя отбеливатель, хлорку и юристов. Поэтому новой «Волгой» готовится стать Geely Atlas. Его сумели взять с поличным на автовозе с логотипами «Волга». Смысла в затее с «Волгой» не было изначально, но пока она грезилась большим седаном, оставался шанс принудительно раздавать машину чиновникам, став кроссовером Geely, да еще многократно продублированным на всю Ивановскую под другими именами, проект «Волги» безоговорочно вернулся к единственной причине возрождения – распилу бюджета. Патриотизм – нынешняя теневая валюта страны. Как чеки внешпосылторга в прежние времена, которые шли по курсу 1 к 2, так патриотизм в нынешние времена обещает доступ к деньгам, безудержное освоение любых бюджетов, ордена, выслугу, карьеру, отсутствие фискальных проверок. Если договориться с нужными людьми и пробить бюджет, дадут освоить любые деньги на какой угодно проект. Стране «Волга» не нужна, а хорошим людям пригодится. Не случайно глядеть на «Волгу» приводили Мишустина. Он обеспечивает гешефт. Поэтому, как бы китайцы ни сопротивлялись,
Русским настолько важно украсть у самих себя, что вместо Чингана за грудки берется Джили. Если и они внезапно поумнеют, остаются варианты Автотора, хватающего в партнеры любых никчемных китайцев, ненужных не только за границей, но и у себя дома, неизвестных никому в мире, включая Китай, и потому готовых побыть хоть шанхайским барсом, хоть мексиканским тушканом, хоть русским оленем. Если на русской Волге собрались украсть, значит, китайская Волга все равно будет. Сами Насыри, свой парень. Он с нами с 98-го года, с первой серии фильма «Такси» Люка Бессона. Для нас он Даниэль. Отличный водитель, поднявший статус таксиста до уважаемого уровня. Быстрый лавкач, решающий любые вопросы. Отважный герой, сражающийся за добро. Умница и юморист, всем поднимающий настроение и умеющий остроумно поступить в безвыходной ситуации. Остальная фильмография актера обошла нас стороной. Мы не хотим его в других ролях. И считаем его Даниэлем, и ждем его только за рулем. Первый раз в Россию он приезжал лет 10 тому назад. Для него приготовили белую Peugeot 406. Ездили по Москве, снимая всеобщее изумление и радуясь еще одной внезапной серии такси. Но потом за него взялись российские начальники. Все, за что берется российская власть, превращается в дрянь и стыдобу. Сами Насыри в 2017-м привезли в оккупированный Крым на форум мира и помимо политических выступлений использовали для нелепой пропаганды, которую только умеют выдумать в России, отвезли в тюрьму. В СИЗО для несовершеннолетних. Для России это естественно. Россия – тюрьма. Все либо сидели, либо сядут. Зона в жизни каждого. Русский интеллигент считает себя недостаточно образованным, если не знаком с тюрьмой. Поэтому свозить актера в концлагерь, само собой разумеется, не в художественную же школу его возить, не в театральное училище, не в кружок юных поэтов. Самое естественное в России – тюрьма. Поэтому всенародно любимому актеру самое место с народом – в тюрьме. Потом началась рекламная любовь. Даниэль в образе лихого водителя стал получать русские контракты и сниматься в рекламе. Мало кто видел его в ролике строительной фирмы ПНК Групп. В бетонном ангаре Даниэль гонял на желтом Бамблби из фильма «Трансформеры». Самое неожиданное – финал. Даниэль неординарно доказал прочность. Никакой сварки! Противопожарные стены из железобетона. В России такие только у ПНК. Посмотрите, сколько пространства. Никаких связей между колоннами. При этом феноменальная устойчивость каркаса. Все здания ПНК соответствуют стандартам FM Global. Вы скорее здесь утонете, чем сгорите. Повреждена? Что ты, милый? Бетон-то мостовых марок. И не такое выдержит. До дома подбросить? В 2023 году Сами Насыри снялся в рекламе ташкентского автомобильного рынка «Ташкент Индекс» и сети фастфуда «FeedUp». На жутком китайском макете, пародирующем «Chevrolet Corvette», он и быстро ездил, показывая привычное мастерство, и с удовольствием ел местный бургер. Рядом гостеприимно улыбались довольные узбеки. Bozorlarni ko'riydi, yo'dimadim. Pochcha, sotuvchi ekanlar. Salom. Ishlayapsizmi? Ishlab turchi. Yorvuraman.
Total est Машина excellent. зор. Mais le marché index, il est Lekin meilleur. bozor. Undan afzal. Теперь Даниэль приехал в Дагестан. Первым о покупке Самина Сыри успел заявить магазин одежды из Хасавюрта. Владелец магазина рассказал, что контракт стоил 32 тысячи евро. В дальнейших планах лавочника большой полнометражный фильм с Саминой Сыри в главной роли, Голливуд, ну и пара Оскаров. Затем в очередь выстроился прочий Дагестан и наперебой сообщил, что Даниэль приехал сниматься для сервиса такси «Анжи» за рулем «Лады Весты», кофейни «Фати», отеля «Аллея Ресорт», автомагазина «Орбита», студии экзомассажа. Дагестанскую рекламу снимали летом, теперь потихоньку выкладывают перед всем миром. Полюбоваться. После китайца в Узбекистане неувядающий приора в Дагестане воспринимается вполне органично. Региональная особенность, что белая и почему-то отечественная, хотя любой дагестанец больше любит «Мерседес». В привычной роли таксиста Даниэль все еще воспринимается своим парнем, пусть даже седой, пусть ему уже 64 года, но он все такой же замечательный, он по-прежнему хорошо водит, красиво улыбается, поднимает настроение, и марка машины значения не имеет. Ah, tiens, mets ta ceinture. Там же полиция! Non, non, ils se foutent, c'est mes amis. Че, братуха? Это тебе не Марсель. Здесь нарушать нельзя. Оформляй. Поехали. С магазином запчастей сценарист выкрутился отлично. Эта роль выходит за рамки амплуа Самина Сыри, но все еще автомобильная. Обыграть Даниэля, пытающегося починить китайский Лисян, удалось очень остроумно и с отсылом к узбекской рекламе. Очень лицо знакомое. Мне реально его где-то видел. Он, по-моему, в каком-то сериале снимался. Ментовские войны, кажется, нет? Да, прикинь. Вот вы два тормоза. Он же в «Форсаже» снимался. Где шаровая ось. Un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos. Ага, все готово. Всегда так. Тошнит, но только по приезде. Обыграть Даниэля в магазине, гостинице, кофейне, на массаже гораздо труднее. Насколько хорошо получилось, скоро увидим. Франции никто не посочувствовал. Ограбление Лувра за 7 минут при помощи подъемника и болгарок вызвало волну сарказма. Нельзя вынести кроссовки из Декатлона, но можно вынести корону из Лувра. Французы и так в глазах остальных выглядят карикатурно, а теперь и подавно всеобщий хохот. Ничего более смешного в этом году уже не случится. Не менее сатирично выглядело французское обращение к израильтянам. За неделю до этого Франция назло Израилю признала Палестину и тут же бросилась к военной контрразведке Шабак за помощью, чтобы в свободное от геноцида палестинцев время евреи помогли вернуть французам бриллианты. Ограбление Лувра в отдельную тему вывело ядовитое уничижение в адрес 3 беспомощных домохозяек: директора Лувра Лоранс Декар, начальницы службы безопасности Лувра Доминик Бафин и примкнувший к ним министра культуры Франции Римы Абдул-Малак. В свете всеобщего внимания и глупых оправданий они выглядели сыто, но бледно. После того, как сползшие на пол от смеха обыватели взяли себя в руки, поднялась вторая общемировая волна доброты. Интернет наполнился ядом, украсился бесчисленным количеством ироничных роликов, сатирических мультфильмов и едких картинок с использованием искусственного интеллекта, больно высмеивая французов. Третья волна стала тематической. Началось всемирное обсуждение альтернативных сценариев ограбления.
с азартной дискуссией, как можно было бы по-другому ограбить Лувр, чтобы еще ценного прихватить, как бы поглумиться над охраной, какие оставить пожелания, надписи, сувениры персоналу Лувра. Но самая большая волна затронула варианты отхода с места преступления. 4 грабителей уехали на скутерах Yamaha T-Max. Это отличная техника, 40 лошадиных сил, 160 км в час. Но можно ведь и на чем-то другом. Какие будут предложения? Что посоветуете для следующего ограбления? На чем будет прилично уезжать из Лувра впредь, забрав оставшиеся ценности? В дело вступила официальная пресса, обратившаяся к читателям, открывшая бюро подсказок, начавшая собирать народные предложения. Обобщив идеи, пресса стала публиковать их. Вариант 1. Слиться с пейзажем, угнать такси. В потоке всегда много такси, отличить их трудно и никаких подозрений. Главное угнать какую-нибудь местную трясогузку, некрупную машину французского производства. От нее требуется не скорость, а возможность одолеть бордюр, уместиться на тротуаре, развернуться на пятачке. Даниэль на Peugeot 406 не подойдет, слишком крупная машина. Тем более, что украдено не так много и багажник не нужен. Вариант 2. Дерзкий. Mitsubishi Evolution. Любого поколения, но предпочтительней 7-го. В силу возраста он подзабылся и не выглядит ни привлекательно, ни угрожающе. Но помимо общего списка добродетелей, полного привода, активного межосевого дифференциала, заднего дифференциала повышенного трения, мотора в 276 лошадиных сил, у него была версия с автоматом. Совершенно случайно, кстати, названная GTA. Для нынешних молодых и дерзких, у которых огонь гаснет сразу, как только они видят механику и 3 педали, автоматическая трансмиссия очень выигрышна. Можно грабить, можно на улицах Парижа играть в GTA, можно прикинуться овцой, поскольку это лишь лансер, старый, никому не интересный. Вариант 3. Идеальный криминальный автомобиль Toyota Corolla GR. Но в этом выборе чувствуется американец. В Европе вместо зверской Короллы продается зверский Ярис GR. Но дверей у Яриса только 2. Моторы у машин одинаковые. G16E, 3 цилиндра, объем 1,6, мощность 300 лошадиных сил. Ярис короче Короллы на 40 сантиметров. Если не жадничать, больше 3 корон не брать и ограничиться парой килограммов бриллиантов, то багажник не понадобится и без длинного хвоста будет правильнее. Вариант 4. Самый детективный и наиболее брутальный. Если все пойдет не по плану, придется идти на таран, то лучше всего на дело отправляться на бронетранспортере. Вполне подойдет юаровский мародер по 4 классу защиты. Он и стену пробьет, и полицейские машины раскидает, и в перестрелке прикроет. Мародер удобен тем, что он вполне легковой. Меньше всего похож на армейский БТР и по органам управления совпадает с привычными автомобилями. Коробка у него автоматическая, а для зумеров, бумеров, миллениалов и прочего линолеума это важно. Но мародеры водятся не в каждой стране. Во Франции добыть его будет сложно. Армия Франции ездит на своих панарах. Они тоже вполне подойдут, поскольку еще более легковые, изящные, красивые. В Лувре на них не стыдно. Вариант 5, самый Джеймс Бондовский, лежащий на поверхности. По фильмам мы знаем, что на дело полагается отправляться во фраке, белой рубашке, при галстуке. Rolex обязателен. Автомобиль необходим подобающий. Поскольку грабили Лувр вчетвером, Астон Мартин Джеймса Бонда не подойдет. Хотя фирма одумалась и для следующего агента 007 приготовила рапид. Но, по мнению бюро подсказок, грабить Лувр надо на Роллс-Ройсе. Крадешь вещи богатых, веди себя как богач. Длиннобазный Роллс-Ройс Фантом не вызовет подозрений. Разве в машинах аристократов ездит кто-то, кроме самих аристократов? Тем более, когда они все в смокингах, бабочках, Патек Филиппах. Rolls-Royce Phantom – это возможность сбежать с комфортом и стилем. На следующий день после Лувра ограбили музей Дидро в городе Лангер. Был выходной. По выходным во Франции отдыхает даже охрана. Поэтому в музее никого не было. Он был закрыт на ключ. Грабители сломали замок и унесли старинный клад из 41 килограмма серебра и 1,5 килограммов золота,
Но Лангер не Париж, Роллс-Ройс не требуется. Тут можно на велосипедах. Беспилотный автомобиль с искусственным интеллектом, атомным двигателем. 3 из 4 всадников апокалипсиса в одном флаконе. 3 беды человечества, собранные воедино. Они понадобились, чтобы ублажить человека и, не расплескав, довести его до пункта назначения, как в фильме «Катастрофе» с таким же названием «Пункт назначения». Триада несчастий началась с идеи об атомном двигателе. Но ядерный мотор перестали прикручивать к автомобилю сразу, как только до него додумались в 1957 году. Идея показалась не только заманчивой, но и дикой. Самое правильное – вовремя остановиться. Зато атомный двигатель захотелось поставить на ракету. С ракетами все иначе, им разрешается быть опасными, поэтому ракету «Буревестник» с атомным двигателем вроде бы сделали. Затем подоспел искусственный интеллект. Он бесспорно получился и уже врет, обманывает, придумывает небылицы, вводит человечество в заблуждение. Третий всадник апокалипсиса – автономное вождение. Он где-то на подходе. Про него уже многие отчитались, заявив, что у них получилось и все отлично работает. Пользоваться почти можно, но иногда опасно. В ближайшее время проблема будет окончательно решена. Подтверждая серьезность намерений и обещая непременный успех, создатели автономного вождения доказывают свою правоту потраченными деньгами. Если на затею выброшено столько средств, значит она стоящая. Поэтому самые грандиозные бюджеты тратятся на допиливание алгоритмов автономного вождения. Светлейшие умы, модные стартапы, лучшие программисты планеты доводят до совершенства беспилотное вождение. На сегодня это важнейшая задача человечества – наконец-то сделать печку по щучьему велению, чтоб, не слезая с нее, поехать по делам. Важно лежать, спать и в то же время ехать. Все как в поезде или самолете, только по шоссе и с доставкой не на вокзал, а к подъезду. Еще немного, и золотой ключик будет в кармане. Stellantis на разработку автомобиля без мозгов и без водителя, с искусственным заменителем обоих. Потратил 7 миллионов 400 тысяч евро. Ford инвестировал в беспилотник с искусственными мозгами $1 миллиард и близок к победе. Honda вложила в разработку беспилотников 2 миллиарда 750 миллионов. Mercedes на беспилотнике ассигновал 500 миллионов евро и тоже вот-вот научится ездить без мозгов. С таким финансовым натиском человечество неизбежно получит автопилот необходимого уровня и, счастливо усевшись в автомобиль, отдав команду, наконец-то будет вывезено на помойку за ненадобностью. Самое прогрессивное в истории человечества – избавление от человечества. Но остается вопрос – зачем? Психологи знают, что на него люди отвечают «потому что». Зачем вам понадобилось самоуничтожение? Зачем вам понадобился автопилот? Потому что это интересная и сложная задача для инженеров и программистов. Ее решение требует квалификации, неординарного подхода и целеустремленности точь-в-точь, как с атомной бомбой, как у доктора Менгеля, как с... Издержки возможны, но не считаются недостатком. А кто просил? Кому из водителей надо, чтобы его вышвырнули из-за руля и везли как парализованного? Много таких? И, может быть, на самом-то деле у водителей есть совсем другие пожелания к автомобильным фирмам? Исследовательская компания «Автопасифик» решила узнать у водителей, что же им нужно на самом деле. Было опрошено 18 тысяч человек, планирующих на днях купить машину. На первом месте рейтинга необходимости оказался полный привод. Автопилот люди не заказывали. Им важна управляемость, проходимость, курсовая устойчивость, а водить они собираются сами, не отдавая руль вообще никому. Полный привод считают обязательным 63% респондентов. Но ведь автомобильные фирмы душат нас требованием обожать, хотеть, мечтать об автопилоте третьего поколения. Про полный привод фирмы молчат. Но, может быть, автопилот на втором месте этого рейтинга? Нет. На втором месте камеры контроля слепых зон.
Они необходимы 62% водителей. Признаки комфорта, но не столь радикального, как искусственные мозги, на третьем месте. Такие же 62% покупателей хотят не сами крутить регулировки сидения, а воспользоваться электроприводом. То есть для счастья людям требуется гораздо меньше, чем грезится Илону Маску. На следующем месте в списке самого необходимое – передние и задние парктроники. Без них не желает покупать новую машину 61% водителей. Пятое место у беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. 60% водителей не станут покупать автомобиль без них. А где те, кому грезится автопилот и самостоятельная печка с Емелей? Сколько их? Их 53%. Они на 6-м месте. Они в хвосте. Но автомобильные компании решили пропустить их без очереди. Вопреки. Важное уточнение. По щучьему велению распространенный сюжет в сказках восточных славян. Русских фольклорных вариантов сказки зафиксировано 22, украинских – 11, белорусских – 6. Позже подключились писатели, расширив список. Эта сказка есть в исполнении Владимира Даля, Ивана Бунина, Алексея Толстого. Первая официальная публикация Емели на печке с автопилотом – 1787 год в сборнике Тимофеева. Смысл сказки сатирический. Детям на ночь ее рассказывали в виде анекдота, заведомо предупреждая, что рубить дрова, ловить рыбу, лежать на печи надо самому, а не по волшебству. Из-за того, что сюжет очень востребованный, довольно много разночтений и разных названий, и только у Толстого она корректно называется по щучьему велению. В фольклоре, а также у Даля и Бунина название конкретнее – Емеля дурак. Дурак именно потому, что захотел себе печку-беспилотник. Без Сузуки Джимни это не жизнь, решили в Европе и принялись мухлевать. Задача – преодолеть запреты ЕС и назло зеленым и голубым, вопреки экологии и Грете Тунберг, вернуть запрещенную машину потребителю. Сузуки Джимни обожают во всем мире. Это большой настоящий внедорожник в маленькой расфасовке. Как собака породы шпиц, про которую кинологи предупреждают, это большая собака в маленьком размере. Suzuki Jimny 4-го поколения в кузове а-ля Гелендваген с мотором в 1,5 литра выпускается с 2018 года. В первый раз был запрещен в Европе в 2020-м. Он слишком хорош, слишком очарователен, слишком удачен, чтобы продаваться в Европе, где полно всякого неликвида, девать который некуда. Запретили Джимни якобы из-за неподобающего ЦО и CH. Он не уложился в экологические нормы, стал опасен для здоровья и мешает ЕС защищать отдельно взятый Брюссель от глобального потепления климата. Пусть Джимни ковыряет озоновую дыру у себя в Японии и не смеет в стерильной Бельгии, а заодно в безупречно чистой Германии и далее по списку вплоть до Финляндии. ЕС лицемерен. Запрещая хорошие автомобили под видом недостаточной экологичности, ЕС придерживается двойных стандартов. Там, где нельзя, рядом можно. Людям нельзя слишком хорошую легковую машину, но можно вонючую коммерческую. На них разные стандарты. Поэтому в 2021 году Suzuki Jimny вернулся в Европу без задних сидений. Он и прежде был двухместным. Задняя скамеечка для комфортной езды ноутбука и кота. Но теперь заднее сиденье сняли и сертифицировали Suzuki Jimny как коммерческий транспорт. Отныне у него грузовой отсек для официальной перевозки ноутбука и кота. Беспринципный ЕС пилюлю проглотил. С задним сиденьем Jimny был смертельно опасен для здоровья европейцев, а без заднего сиденья полезен и потому разрешен к повсеместной продаже. Второй раз Suzuki Jimny был запрещен в Европе в прошлом году. Даже коммерческий он перестал соответствовать идеалам. Совсем продажи это не прекратило, но осложнило. Машина слишком любимая, хорошая, интересная, чтобы жить без нее. К тому же впервые в своей истории Suzuki Jimny получил пятидверный кузов. Его всегда упрекали в отсутствии еще 2 дверей, из-за чего не все желающие с избыточным холестерином могли проникнуть внутрь. И вот теперь есть долгожданная удлиненная версия, и она тоже под запретом. На помощь Европе пришла итальянская мафия.
Где, как не в Италии, умеют решать вопросы, тем более с экологией. Когда Рим только ввел экологические классы и придумал систему наклеек, первым, кто проехал под все запрещающие знаки к Колизею, стал Fiat 500 образца 1957 года с наклейкой Евро-5. Теперь Suzuki Jimny не японский автомобиль, а итальянский. Его выпускает тюнинговое ателье Fioravanti Motors. Основатель компании, сеньор Леонардо Фиораванти, полжизни проработал на Пининфарине, потом открыл собственное ателье Инпошива и с упоением доводил до ума Феррари, Альфа-Ромео, попутно оформляя въездные визы и ВНЖ для американских пикапов и японских внедорожников. И теперь Джимни – это итальянский Фиораванти. Насколько сильно он тюнинговый, до какой степени ему изменили двигатель, с какой стати он получил европейские документы и выхлоп по Евро-7, Suzuki Jimny вообще не изменился. Даже эмблему не сменил и продается со своим родным логотипом. Мотор прежний, выхлоп прежний, экологичность прежняя. Fioravanti Motors изменила только один пункт в документах, вписав туда полагающийся экологический класс, и теперь Suzuki Jimny безупречен, у него Евро-7. Он не коммерческий, а привычно легковой, у него вообще все родное, как и было прежде, без изменений, но в полном соответствии с требованиями ЕС. Если клиенту захочется что-то поменять в машине, можно все, но кроме мотора. Fioravanti охотно привернет силовые бамперы, лебедку, шноркель, экспедиционный багажник, дальнобойный свет, сентраки. Fioravanti начал с козырей и первым делом выправил документы для пятидверной версии, о которой только мечтали, но не имели ни доступа, ни надежды. Fioravanti под носом у ЕС, ничего не поменяв в конструкции автомобиля, решил вопрос, сунув зеленых и голубых головой в унитаз, предоставив справку, что так и было. Мафия, что с них взять? Бременские музыканты сплотились в музыкальный коллектив только потому, что их всех собирались убить. Осел, петух, кот, собака служили инвентарем в крестьянских хозяйствах, когда состарились, должны были попасть под нож. Но спаслись. И под предводительством человека организовали джаз-банду, временами просто банду. Такой крестьянский подход сохраняется до сих пор, безотносительно крестьянства. Горожане уничтожают ненужное, отслужившее, состарившееся с не меньшим азартом. Одно из самых массовых истреблений недавнего времени – корпорация Chrysler, раздавшая в свое время студентам в качестве наглядных пособий Dodge Viper, забравшая их обратно и отправившая на утилизацию, включая бесценные предсерийные прототипы. Уничтожение вайперов объяснить невозможно, но крестьянский подход к отслужившему очевиден. Если старое, то полагается истребить, а не придумать следующую судьбу. General Motors в 1996 году начал выпускать электромобиль EV1. Как всякому гостю из будущего, ему придумали внешность, имитирующую футуризм. Электромобиль из него не очень получился, но поскольку он был серийный, это обозначило машину как прорыв человечества, новый виток эволюции. EV1 не предназначался для всей Америки и не продавался в частные руки. Только лизинг, только в Аризоне и Калифорнии. Запас хода смешной – 240 километров. И позволить эксплуатацию в холодном климате считалось недопустимым. Поэтому все электрички оставались под присмотром и контролировались фирмой весь срок службы. Общий тираж – 1117 экземпляров. В 2003-м программу закрыли, и с чисто крестьянской решимостью все машины уничтожили. Официально в живых остались только 2 штуки. Поскольку EV1 был машиной, разработанной с нуля, то есть под нее создавали новую платформу, новые технологии, новые решения, она представляла не столько коммерческий, сколько технический интерес. Зная это, General Motors щедро раздал электромобили студентам для обучения. Многие университеты получили столь наглядные и по-настоящему полезные пособия. Когда началась кампания по их уничтожению, GM объехал все университеты и старательно отобрал подарки, не пощадив полезные обучающие материалы,
все еще представляющие интерес. Благая весть облетела Америку. В 2019 году на парковке в Атланте был обнаружен заброшенный экземпляр ЕВ-1. Страна восхитилась, публика воспряла, GM помрачнел. Концерн никогда не публиковал статистику уничтожения, но стало понятно, что он что-то упустил. И, возможно, есть другие уцелевшие, скрывающиеся в глухом подполье. И верно. В январе 2021 года в редакцию одного американского журнала позвонил работник университета и сообщил, что у него в секретной комнате на территории кампуса все эти годы прячется еще один электромобиль ЕВ-1. Приезжайте посмотреть. Электромобиль поступил в университет в качестве пособия. General Motors со своих подарков снимал тормоза, усилитель руля, контроллер электродвигателя, чтобы будущие инженеры учились, но не катались. Но этот экземпляр полностью комплектный, в идеальном состоянии, очень хорошей сохранности, готовый к выезду в любую минуту. Журнал сохранил тайну, не раскрыв название университета и обстоятельства спасения. Лишь известно, что это был подвиг конкретного человека, не захотевшего исполнить волю GM, не позволившего стереть из памяти человечества уникальный электромобиль. Итого, 4 подтвержденные живые экземпляры ЕВ-1, 2 из которых помилованы и 2 ушедших в партизаны. На прошлой неделе еще один ЕВ-1, изможденный судьбой, в неприглядном виде запустения, с элементами утраты вандализма, возник на аукционе. Разбитое лобовое стекло, мусор в салоне, но в остальном вполне комплектный. Торги превратились в короткую яростную схватку. Машина была стремительно продана за $104 тысячи. На сегодня, вопреки программе General Motors по тотальному уничтожению своего инженерного наследия, человечество располагает 5 экземплярами электромобиля ЕВ-1. Чертовщина не проклятие, а веселое занятие. В английской части мира это праздник Хэллоуин. День не выходной, но популярный настолько, что вполне может состязаться с Рождеством и Новым годом. Хэллоуин – один из немногих праздников, ради которого мастерят специальные костюмы, готовят угощения. Взрослые по его поводу любят политические дебаты и норовят запретить. Дети считают его своим, с размахом дурачатся. Чертовщина явно тяготеет к музеям. Там, где хранится старина, традиции, кельтской затеи пугаться смерти и всего сверхъестественного, насчитывающей не меньше 10 веков, самое место. Вильнюсский автомузей отвел на Хэллоуин все выходные, тем самым продлив однодневный праздник на 3 дня, чрезвычайно обрадовав детей. Подсказки к празднику размещены по всей экспозиции, и для разогрева создан маршрут с загадками, предлагая пройти его с детским оптимизмом и бесстрашием. Для взрослых, полагающих, что чертовщина творится не раз в году, а каждый день. Атрибуты Хэллоуина не очень похожи на праздничный наряд, но тоже заботливо предложены музеем. Разрешается надеть, сфотографироваться в общем ряду с историческими персонажами. Не настолько древними, как кельты, но тоже основательно забытыми, малоизученными, вполне легендарными. Антураж чертовщины для взрослых детей не пугает, позволяет спокойно рассматривать, оставаясь без ассоциаций. Экскурсионная программа в эти дни тоже немного поменяла содержание, став более тематической. Главное место жутких выходных в автомузее.
Зал для свободного выгула детей. Здесь их снимают с поводка и дают волю. Дома не всегда можно безнаказанно отомстить младшему брату. Его полагается оберегать и заботиться, вместо того, чтобы радостно зарубить мечом или хотя бы огреть палкой. Хэллоуин тем и хорош, что позволяет быть самим собой. В мирной жизни за такое ставят в угол. В Хэллоуин дают конфету. Чтобы из розовой феечки со временем выросла успешная ведьма, надо начинать с раннего детства. Курсы ведьмоведения в Хэллоуин не подлежат разгону, как демонстранты, и выглядят кружком домоводства. Наиболее сложная характеристика профессиональной ведьмы – навык плести нити заговора. Врожденным не является. Входит в базовый набор необходимых умений наравне с грамотным владением ложкой и вилкой. Поскольку музей по сохранению и приумножению чертовщины в остальные дни календаря автомобильный, из запасников извлекли неотреставрированную технику. Любой Обурн всегда интересен. Фирма делала красивые машины, но прожила недолго, окончательно закрывшись в 1937 году. Успела пару раз умереть, уйти с молотка, попасть в разные руки – под занавес оказавшись в собственности великого Эрета Корда. После реставрации этот Обурн станет еще более яркой звездой экспозиции. Адлер воинственным становился синхронно со страной. Большим орлом он оказался без особо твердой уверенности, что ему это нужно. Зато Адлер не исчерпывается красной машинкой из «Кавказской пленницы» и предстает в более солидном виде. Двигатель большой, 2 литра, что для Адлеров много. Привод передний. Годомак 1.3 в 1939 году был самой модной машиной в гамме великой фирмы. Тогда Германия пыталась строить национал-социализм, и населению полагалась не только война, но и личные автомобили. Годомак выступил вот с этой моделью, успев до войны сделать 9187 штук. На все выходные Вильнюсский автомузей превратился в отличное место для Хэллоуина, где жуть не страшная, чертовщина не пугающая, а головы под потолком лишь забавные. В нормальной стране не получится придать празднику иной смысл, чем общепринятый день маскарада с раскрашенными лицами и, наконец-то, пригодившимися тыквами. Вопросы, ответы, реплики. Сергей. Если дома 5 молотков, то гвоздя заколотить нечем. Если дома 5 мужиков, то некому. Мистер С. Скоро по карте онлайн будут ездить машины онлайн, с правами онлайн, соблюдать ПДД онлайн, ремонтироваться онлайн. И только штрафы останутся офлайн. Сергей Червенцев. Легковые авто, да и нормальные грузовые, появились при Брежневе. Он сам был большим автолюбителем. А правил бы Хрущев, который категорически не принимал легковые машины для населения, мотались бы до сих пор по автобусам. «Москвич-400» появился при Сталине. Машине предназначалось стать первым советским автомобилем, созданным не только для чиновника, но и для частника. «Запорожец» ЗАЗ-965 встал на конвейер при Хрущеве в 60-м. Это был первый в СССР автомобиль, предназначенный исключительно для личного использования. Благодаря Хрущеву в стране впервые открылись автомагазины. Осторожный Брежнев не собирался ничего развивать, кроме троллейбуса. СНИПы его периода рассчитывали по 3 парковочных места на один подъезд многоквартирного дома.
если бы не Косыгин, разрешивший купить под ключ Волжский автозавод, так и ездила бы вся страна только на автобусах. На сегодня все. До свидания.